Мы заметили бездомную собаку у нашего крыльца, она и ее 5 щенят нуждались в помощи, несмотря на предательство своих хозяев. Наши соседи, которые продавали свой дом, уехали, оставив Ладу, большую овчарку, в своем дворе. Она была очень дружелюбной собакой, но не позволяла чужим людям входить на территорию. Когда новые жильцы появились, мы спросили, оставили ли предыдущие хозяева Ладу, но они ответили отрицательно и сказали, что они никогда не видели эту собаку до нашего вопроса. Мы попытались забрать Ладу, но она убежала в лес, и мы больше ее не видели. Через пару недель мы увидели Ладу снова на нашем крыльце. Она была очень худой и истощенной, но стояла и виляла хвостом. Мы подошли к ней, но она не стала есть еду, которую мы принесли. На следующий день миска была пуста, а перед дверью бегали щенки, и Лада стояла рядом с ними. Мы построили вольер в сарае, где они жили, пока мы не нашли добрые руки для щенков. Их было 5, 2 девочки и 3 мальчика. Новые соседи, которые заселились в доме, просили одного из щенков, но мы отказались. Теперь Лада живет с нами и имеет заботливых хозяев. Раньше я не мог понять, почему бывшие соседи оставили Ладу. Но когда я их встретил и спросил, они ответили, что у них не было места для собаки в их новой квартире. Я сказал им, что это подло и нечестно по отношению к живому существу, и мы больше не общаемся. А следующая история о том, как грозная овчарка нашла котенка, только посмотрите, что она сделала. Во время прогулки со своей немецкой овчаркой мужчина заметил странное поведение своего питомца. Обычно пес не хотел идти на тренировочную площадку, но на этот раз он бежал в сторону дома, не обращая внимания на хозяина. Мужчина заметил, что у собаки был непонятный предмет во рту, который оказался маленьким котенком. Пес, который обычно выглядел устрашающе, осторожно нес маленькую кошечку в зубах и пытался пронести ее в дом, отвернувшись от хозяина. Мужчине пришлось выхаживать котенка, который оказался девочкой и не мог кормиться самостоятельно. Во время всего этого времени собака не отходила от найденыша и следила за ней, укладывая ее на свою лежанку и играя с ней. Это стало началом крепкой дружбы между животными, которые делали все вместе, гуляли, ели и спали. Кошечка выросла, проявляя сложный характер, но собака по-прежнему любила и защищала свою дочурку. Однажды, когда сосед зашел в гости, пес решил скрыть кошечку от него, чтобы обезопасить ее. Животное перенесло котенка в свой уголок и не давал ей оттуда уйти, пока чужак был рядом. В итоге, мужчина понял, что собаки и кошки могут отлично дружить и заботиться друг о друге, и что представленные животные являются лучшими друзьями. Вот так, зачастую, животные показывают многим людям пример. И последняя на сегодня история о том, как кто-то привязал собаку в лесу, бросил пакет корма, записку и оставил пса погибать. В лесу, который находился неподалеку, произошла необычная находка. Один из офицеров, ответственных за поддержание порядка на участке, заметил выброшенный старый матрас и начал искать этого нарушителя, чтобы наказать его штрафом. Однако, вместо виновника он заметил брошенного пса, его кто-то привязал к дереву. Рядом с ним находился мешок с кормом. Пес не выглядел истощенным, но был заброшен в лесу. Офицер нашел также и записку от хозяйки пса. Так она сообщила о том, что ей жаль оставлять питомца, однако она больше не могла его содержать и его никто не хотел забрать, вот она и решила оставить его в лесу. Зевс, как оказалось, был помесь лабрадора и хаски, храбрый, добрый и сообразительный пес. Он был очень энергичным и компанейским даже среди людей. Офицер вызвал службу по оказанию помощи животным бездомным, и Зевс оказался в приюте. Там все сотрудники подтвердили, что описание пса было правдивым. Зевс был очень воспитанным и дружелюбным псом. Долго держать его в приюте было бы неправильным решением, поэтому было объявлено о том, что он ищет новых хозяев. Однажды появилась девушка Элиот, не так давно она потеряла любимого питомца. Просматривая фотографии Зевса, она почувствовала, что обязана его забрать. Сейчас Зевс находится в новом доме и счастливо живет с Элиот и ее семьей. Песик хорошо ладит с детьми и обожает играть на заднем дворе.
Элиот окутывает его заботой и помогла быстро адаптироваться в новом месте. Спасибо за то, что досмотрели ролик до конца. Мы очень стараемся для вас. Будем благодарны, если вы подпишитесь на наш канал. До свидания.